отдых на Тенерифе в 2025 году в апреле. Бамбалейло, бамбалейло. Как мы съездили на Тенерифе отдохнуть всей семьей. Вот такие вот, такое вот вступление, такие вот аксессуары куплены, вот такая вот шапка. Ради нее только нужно было съездить на Тенерифе, в Лос-Кристианос и отдохнуть. Сколько же стоил отдых на Тенерифе в апреле 2025 года. И мы поехали не all-inclusive, а просто, да, ну, как бы своим ходом, жили в квартире, снимали ее, билеты сами заказывали и питались тоже сами. То есть без all-inclusive, без все включено. И я скажу, что мне больше нравится all-inclusive, либо вот так вот самому питаться, самому ходить, добывать себе пищу, да, покупать ее в магазинах, готовить, кафешки, рестораны. То есть что же лучше? Первое, самое, я думаю, что будет вам интересно, это сколько же стоило проживание. Мы поговорим, да, о общих цифрах, это проживание, и я скажу цены там на экскурсии, и цены, да, на билеты на перелет. Все остальное уже, знаете, питание, развлечения, различные хотелки людей, они все разные. И это уже все индивидуально, все эксклюзивно, и об этом говорить мы не будем, потому что кто-то пьет, кто-то не пьет, кто-то ест по утрам, пьет там, не знаю, вино или еще что-то. То есть у всех запросы разные именно в отдыхе. Кто-то там готов каждый день на экскурсию ездить, кто-то с утра готов сразу начать пить пиво, кто-то пробежка, правильное питание. Вы понимаете, то есть вот эти все моменты, там у кого сколько детей, кто ходит на аттракционы, кто просто лежит на пляже, у всех там уже отдых индивидуален, и цена она тоже от этого меняется. Так что мы будем говорить о общих цифрах и вообще о моих впечатлениях. Смотрите, на проживание на 8 дней нам вышло 720 евро, то есть 90 евро в сутки. Я снимал видео обзор этой квартиры, у меня есть плейлист полностью отдых на Тенерифе, там все. Там от обзора квартиры, обзора территории этого комплекса, пляжи, немножко набережная есть, есть кусочек города и есть цены на продукты. То есть я все, что мог, я снял. Так что вы можете перейти и посмотреть полностью то место, где мы отдыхали. Мы отдыхали на Тенерифе, Лос-Кристианос называется, это городок, поселок, не знаю, как точно его охарактеризовать. Вышло нам 720 евро проживание. Маленькая скромная квартирка, но единственный ее плюс в том, что она находится она в центре города, можно сказать, и находится прям на берегу океана. 100-120 метров от вас океан. С окна, с балкона видно. То есть вы завтракаете, видите океан. Вы ложитесь спать и под шум волн океана засыпаете и просыпаетесь. Ясно дело, если окошко закрыть, то не так слышно будет сильно до волн. А если открыто, то вы прям реально, оно как колыбельную вам поет. Вот этот самый большой плюс, вообще он не обсуждается. Вот эта вот красота, она уже стоит этих денег, чтобы ее просто увидеть, да. Что же по перелету? Нас было 3 человек, я, жена и сын, и за это мы заплатили 500 евро за перелет туда и обратно. Плюс мы брали один чемодан на 20 евро, то есть это дополнительно мы заказывали, и в эти 500 евро уже входит этот чемодан. Мы не захотели с рюкзаками, до этого мы ездили с рюкзаками 2 раза на Гран-Канарию, тоже это Канарские острова, и 1 раз мы летали в Хургаду, то есть это Египет. Но эти рюкзаки нам надоели, реально уже просто, ну, я понимаю, экономно, но это очень на тоненького, мы максимально их напихивали, и в любой момент была бы проверка, и как бы рюкзачок мог не пройти проверочку. А там штраф такой же, как и 20 килограмм, получается, заказать себе прекрасный, да, багаж, то есть чемодан. Мы решили, что хватит уже как бы вот это заниматься этой чепухой, и взяли чемодан. И не прогадали, все четко, классно, сдали, получили. Рюкзачки сзади вообще полупустые, идешь себе, не парься, спокойно прошел, не волнуйся. То есть реально как белый, да, воротничок, белый человек. Вот считайте, 500 евро. Все. Плюс еще до автобуса, например, до Дублина, с Дублина, то есть, смотрите, без автобуса там вышло 1220. С автобусом совсем, да, там покушали в аэропорту, образно, 1300. Вот 1300 евро
на семью из 3 человек на 8 дней нам понадобилась такая сумма, чтобы отдохнуть Лос-Кристианосе, Тенерифе, в апартментах, то есть в квартире, да, с перелетом туда и обратно. Не знаю, дорого это или нет, я считаю, что нет, потому что когда мы сюда только прилетели в 22 году, мы в ноябре полетели на Гран-Канарию впервые, и там мы за 1550 евро на троих мы получили all-inclusive с аквапарком. Это было Таурито. Кому интересно, видите, посмотрите. Там маленький такой заливчик, да, Таурито. И там всего лишь 3 или 4 отеля. И вот сейчас этот отель с теми же самыми условиями стоит 3950. Вы понимаете, насколько за 3 года цены вообще выросли вверх, просто в космос ушли. Так что инфляция и повышение цен в Европе, оно есть 100%, а на туристические, вообще на отдых, вообще оно просто зашкаливает. Не знаю, в чем причина, но факт остается фактом. И мы решили как бы и подэкономить, и просто, если есть свои обстоятельства, нам нужно было поехать, да, как бы раньше отдохнуть. Кто знает, что за обстоятельства, тот знает. Ну, в моей семье, да. В апреле мы полетели, 6 апреля мы полетели вот на 8 дней и вернулись, да, 16 получается, либо 17, я честно в датах забыл. И вот 1300 евро. Все, сюда на базу. Пишите в своих комментариях вы. Как вы считаете, нормальная эта цена или нет? Как вы отдыхали? Ездили ли вы на Канарские острова, на Тенерифе или либо другой какой-то отдых? Пишите свою сумму именно без all-inclusive, просто своим, как говорится, да, сами с усами. Что дальше по питанию и так далее, это все вначале я сказал индивидуально. Я про это рассказывать не буду. У каждого свои запросы. Потратили, я скажу, мы так, нехило, но был плюс в единственном, что у нас сын слишком перебирает с едой, это раз. Он у нас тинейджер, 13 лет. И уже последний all-inclusive он воротил носом максимально. Это мы были в Хургаде, Египет. И, конечно, этот муравейник, он уже немножко поднадоел, реально. Тем более там менталитет был более такой, да, славянский, русскоязычный, украинско-мовный. Чехи, поляки, они тоже недалеко от нас ментально ушли. И, конечно, это вот муравейник. Все нагребаем, все налаживаем, накладываем. Быстро-быстро ложим. Больше, быстрее, что там, это, конечно, жесть, мне такое не нравится движение. И сын максимально стал воротить носом, и тогда уже пришлось ему что-то покупать отдельно, то 5-10, ой, я не хочу, я пропущу завтрак, не хочу вставать, короче, у него там друзья, снэпчаты, его весь мир. И вот мы из-за этого тоже поехали, ну, вот так вот, да, и не прогадали. Ему все понравилось, у нас рядом был Макдональдс, кебабная, пиццерии, все ему нравилось, просто. Мы его не трогали, не будили даже, сами пошли, спокойно позавтракали в кафешечке, сангрию выпили, покушали, да, Irish breakfast, либо, ну, что-то другое, какой-то сэндвич, там все есть, все вкусненько, все классненько, яишенку там с бекончиком туда, то есть все класс, пришли уже, все, разбудили его там в 11, все, он спокойно, все, никто никому ничего не должен. Но когда ты all-inclusive, ты постоянно бежишь, постоянно расписание, постоянно это, пропустил, все это минус, как бы твои деньги. Да, а кушать все равно хочешь. И ты покупаешь. Уехал на экскурсию на весь день, пропустил полностью, например, весь день, да, своего питания. То есть то же самое, а на экскурсии ты будешь все равно покупать что-то, как ты не хочешь, как ни крути. То есть по факту минусов много. Вот честно, all-inclusive это, наверное, все-таки больше для уже таких вот людей, там, не знаю, 50 плюс, вот я замечаю, больше даже там вот таких 50 плюс и больше. Когда приехали, им нравится график, они же живут уже по графику, встали, искупались, покушали, обратно, и вот им нравится туда-сюда. Ну не, пока еще мы не в таком возрасте, не в том темпе живем. Я люблю, для меня отдых это тоже поспать, понимаете, это полежать, отдохнуть просто тело, чтобы отдохнуло, подышало. То есть и я к тому, что можно, не нужно вставать в 8, в 9, можно и в 10, а можно и в 11, понимаете? И пойти сразу в кафешечку покушать, и сразу пляжик у тебя, сразу на пляжик. Либо на бассейн. Сын сказал, я на бассейн. Все, иди, все, пожалуйста, все. Никто никому ничего не должен. То есть all-inclusive ты привязан, понимаете? Ты привязан все равно к расписанию. Тут ты сам создаешь себе расписание.
Теперь давайте по ощущениям. Все понравилось, но океан, конечно, не такой теплый, как бы хотелось в апреле. Да и вообще Атлантический океан, он априори не будет очень теплым. Это не как море, да, было в Хургаде. Что-что, но Египет покорил своей, да, температурой воды. Такой температуры я никогда не чувствовал, никогда не купался в таком просто парном молоке. Просто что море, что бассейны, это просто, ну, это неимоверно, честно, да. Это единственный плюс. Это вообще огонь, да. Там на Тенерифе, Лос-Кристианос, атмосфера класс, люди, все музыка, природа, пляжи, чистенько, все хорошо, магазины, вообще, ну то есть ты в другом мире, ты вообще все класс, пальмы, то есть, ну реально атмосферно, красиво, приятные люди, все хорошо, цены тоже приятные, не сравнится, да, там с Ирландией, но вот эта, да, температура воды, конечно, немножко она отталкивает, ну, потому что так. И в бассейне тоже она теплее немножко, но тоже нужно как бы тот человек, который не привык сразу бомбочкой падать, у него, конечно, будут проблемы. И если он не может забежать сразу в океан с разбега, тоже проблемы будут. Мы с малым так делали. У меня жены, да, конечно, она не любит холодную воду. Ей это не слишком понравилось. Я говорю, как оно есть. Следующий момент, по питанию, мне все понравилось. Вообще, то есть вот этот формат без all-inclusive, быть самому себе, велосипед, куда хочу, туда и качу, вообще пушка-ракета. Мне понравилось. Жена так, 50-50. Сыну тоже понравилось. То есть нам понравилось, как говорится, быть самому себе, да, директором этого кафе хочу быть. Встал, пошел, купил то, не купил, прошел мимо, туда-сюда. Все, класс, вообще огонь. То есть мне лично все понравилось. И цены, при том, что я снимал ценный обзор, да, на цены в магазине, и получается, я, ну, от набережной 100 метров. Многие написали мне в комментариях, что это очень дорогой магазин, дружище, ты чё? Это вообще типа, ну, так понятное дело, я и говорил, что цены, возможно, тут, ну, дорогие по меркам, да, Испании и Канарских островов. Ну, даже они там, в дорогом типа магазине, они дешевле, чем в Ирландии. То есть я к этому веду, что все равно там все дешевле. Алкоголь там, и еда, и все остальное. Кто хочет сэкономить, там, не знаю, в аренду берет автомобиль и едет там, закупается и так далее. Но мы, я честно скажу, мы готовили в нашей квартире 1 или 2 раза. И то это так было, там, что-то разогреть, там, что-то поджарить. Это минимально. Все остальное время мы просто питались в кафешках, пару раз там в ресторан сходили. То есть это реально доступно. То есть доступно там 15 евро на человека, это во. Экономно можно вообще на десяточку и на 8 можно евро позавтракать. Вообще на изи просто. Так что думайте сами, ну, вполне адекватные цены на отдыхе. Ты как бы, да, больше проводишь время на свежем воздухе и как бы, ну, не слишком, да, там, ну, тратися, как сказать, на еду, прям так, как кажется. То есть, ну, мы так не тратились. Мы именно тратились раз в день конкретно. Это было именно ужин, да. То есть, мы выходили вечером, что-то красивенькое одеть, погулять, покушать красиво, это да. А все остальное, это такие перекусы, малой, там, я говорю, пицца, Макдональдс, эти все бургеры, шмургеры, туда-сюда, кебаб, туда, то есть, паста там он купил, да, карбонара, тут, то есть, все так, оно все как бы, ну, не слишком дорого, то есть, ты не чувствовал прям какой-то нагрузки на кошелек. Но это лично мое видение всей этой ситуации. И мне все понравилось. То есть у меня претензий к этому отдыху нету. Жена so-so, то есть она вспоминала все-таки температуру моря, да, Красного в Египте. Ей прямо это в том году запомнилось. И сравнить температуру с океаном, конечно, ей было сложно это принять. И она говорит, блин, ну вообще. То есть она там, она не каждый день даже и купалась. Я говорю, как оно есть. То есть, а вообще, да, лучше, конечно, ехать там уже в мае-июне, но у нас были свои обстоятельства, нам нужно было максимально побыстрее поехать, отдохнуть, потому что потом летом уже у нас нету вариантов ехать по семейным обстоятельствам. И получился такой экономный, я считаю, отдых, прикольный, классный. Мы съездили в аквапарк, всем советую, тоже снял я обзор на этот аквапарк, Сиэм парк, тоже в плейлисте все есть. Съездили мы еще на картингах покататься, тоже вообще круто было.
было классно. Купил себе вот такую вот шляпу, шапку, вообще огонь, бомба, петарда. Вот так вот мы отдохнули, вообще мне все, лично мне вообще все понравилось. Вот я не могу, вот честно, это классно вообще. Я сам себе режиссер, встал, пошел, пришел, вообще никуда, ничего ты, ну вообще классно. На лифтике спустился, ну блин, ну вообще круто было. Круто. Короче, всем советую съездить, все ссылки, все обзоры есть у меня в моем плейлисте. Там ссылки на этот комплекс, как он называется, на эти две башни близнецов, да, мы жили в 15-этажном доме, то есть на 5-м этаже. Все нам понравилось, все классно было. Да, немножко номер, в смысле, ну не номер, а квартира подуставшая, конечно, уже. Понятное дело, ее сдают посуточно, и она работает круглогодно. Но все-таки вид из окна, и вообще все-таки диван нормально, кровати, ну все оно более-менее нормальное было. За такую цену, я считаю, отдохнуть можно было съездить. То есть вот такие вот эмоции, такая дофиналочка, такая вот подбивка у меня случилась, я вам рассказал. 1300 евро, все остальное, что мы потратили, это уже у всех будет индивидуально. Кто-то сможет и еще 500 потратить, а кто-то сможет и 2000 за 8 дней, вы понимаете, да, к чему я веду. То есть все зависит от от толщины вашего кошелька и от ваших запросов. Всегда на связи, держу в курсе.